И, господи, я живу с женой снова. Но у вас с ней модель такая, знаешь, скажем так, поизносившегося брака. Обязательно, если он готовит себе завтрак, ты в отношениях? Или не факт, что в отношениях? Блять, а мы же его не отменили, ребят, сорян. Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Венеции. А меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я с Кубани, не путать с губами. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначненькую тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Кристиночка, как давно мы с тобой не спорили и не пытались разобраться, чья правда? Мне кажется, Егор, у нас с тобой такой этап отношений, когда у нас нет никаких точек, где мы могли бы с тобой не соглашаться. То есть совсем скоро можно переходить к открытым, свободным отношениям, ты хочешь сказать? Господи, какая подводка сейчас была. Вау, это именно она. В общем, в нашей трилогии про One Night Stand, Friends with Benefits осталась недотронута одна замечательная тема. Это тема свободных отношений. Кристина, раз ты все по-английски говоришь, а как по-английски будут свободные отношения? В аббревиатуре. Open Relationship. То есть OR? Блин, мне кажется, так их никто не сокращает. Вот что хотя... странно, да? Мне кажется, да, надо вводить. Странно. Слишком мало аббревиатур в сегодняшнем нашем выпуске, ребята. УНС, ФБ, ну, в общем, мы поняли. Егор, да. Расскажи про свой опыт несуществующий свободных отношений. Как ты правильно выразилась, Кристина? Он несуществующий. Не было у меня такого. Были мыслишки, но до дела никогда-то не доходило. Давай, смотри, немножко шаг назад сделаем. Вообще, что такое свободное отношение? Вот чем вот эта вот конструкция отличается от тех 18 аббревиатур, которые мы перечислили до этого? Я как полагаю, что это когда оба партнера договариваются, что могут иметь отношения и другие сексуальные связи, так сказать, на стороне. Не только вот в этом, так сказать, союзе из двух человек. Отношения не эксклюзивны. Не эксклюзивные люди друг для друга. Короче, в моем опыте при этом это может быть какие-то очень разные конструкции. Мы просто периодически встречаемся и занимаемся сексом, это скорее вот как Friends with Benefits, до мы живем в браке, у нас есть дети, но при этом у нас свободные отношения. Ну, я думаю, что здесь, смотри, нужно провести такую еще разделительную черту в первом случае, что если люди просто периодически встречаются и трахаются, это в целом еще не формальные отношения, да, это просто, ты, может, на свидание ходишь, тебе понравился человек, и ты вот с ним раз в недельку-то, а давай-ка, знаешь, как это в советском фильме, где Барни говорила, вот этого ко мне каждую неделю. Да, ну то есть, короче, это что-то, где мы уже договорились, что у нас отношения, но они не эксклюзивные, правильно? Да, я думаю, что да. То есть мы здесь официально проговорили, у нас есть консент, так сказать. Ладно, отношений свободных у тебя не было. Расскажи, почему? Такой опытный взрослый мужчина. Может быть, я, конечно, взрослый, опытный и все остальное, но эмоции-то у меня тоже есть, и они довольно-таки патриархальные в некотором смысле бывают. Часть из них встречается. И, соответственно, ничего я не могу с собой поделать. Собственник я. А ты именно переживал из-за аспекта, что твой партнер будет заниматься сексом с кем-то еще? Ты имеешь в виду, что здесь важнее, секс или какие-то, скажем так, извините за высокопарные слова, духовная связь? Во-первых, про это очень интересно узнать твои отношения, но при этом, в голове ты можешь себя представить, да, находясь, если, допустим, вообразим ты теоретическую ситуацию, что вот твой партнер с тобой в моногамных отношениях, а ты с партнером не в моногамных, или тебе вообще это не интересно? А что, так можно? А что, так можно было? Тогда я за. Нормально, мне нравится. Но у меня такое было весело. Я же не интерсекциональная феминистка из откуда-то там. Я интерсекциональная феминистка с Кубани. Ладно, так можно, ладно, пропустим этот аспект. То есть, мне кажется, здесь принцип честности и двусторонности, так сказать, моя совесть в этом смысле не позволяет мне так себя вести. Эмоциональный тебя аспект больше волновал или физиологический? Все. Как концепт, идея мне нравится, но я понимаю, что я не смогу. Я все равно воспитан на этих старых каких-то, возможно, сейчас уже устаревших или устаревающих принципах, и они у меня, зараза, въелись в черепушку, понимаешь? Я думаю, что люди, так сказать, посовременнее меня в этом смысле, они, то есть вполне окей, у меня нет какого-то, знаешь, порицания или еще чего-то этих идей. То есть ситуации, когда в отношениях стало как-то не очень, я выбрал все-таки постараться поработать над ними. Хотя, кто знает, чем бы дело дальше закончилось, потому что у меня есть друзья, у меня есть подруги, которые в таких отношениях живут, и ты знаешь, в целом что интересно. Динамика такая, что сначала всем нравится, но через время они сталкиваются все-таки вот с этой гадостной ревностью, и даже с учетом того, что все договорились, не всегда удается избежать вот таких вот эмоциональных перегрузов в какой-то момент. Возможно, это связано с тем, что у какого-то конкретного человека в этот момент, ну, какая-то психологически такая нестабильная ситуация, да, и ему важна вот эта стабильность, семейность, если можно так даже выразиться. Возможно, по еще каким-то причинам, но нередко бывает ситуация,
ситуация, когда, знаешь, у меня, например, никого сейчас нет, а ты вот гуляешь во все стороны. Знаешь, это не вопрос ревности как таковой, это вопрос того, что я тоже так хочу, почему у меня такого нет. Сейчас мы еще обсудим, да, какое-то мое к этому отношение, какие-то мои опыты. Но я точно про себя знаю, что я fucking achiever, и мне будет очень сложно вот это опереться на свою вот эту вот устойчивую несуществующую самооценку. И такой типа, ну ладно, понятно, что вот сейчас у моего партнера очень много потрясающих экспириенсов, а мне как бы не хочется, поэтому у меня и нет. Нет, я как бы пойду вычислю количество экспириенсов и умножу их на 2, сука. Расскажи, пожалуйста, вот эту вот историю как раз, да, в 15-й раз, которая у тебя была про это. Егор, что делать, если новых историй не появляется? Ну что делать, если у тебя эти истории очень релевантные, так сказать, темы нашего сегодняшнего выпуска? Напомни, какая конкретная история? Ну, у тебя были отношения, в которых ты... Я сейчас точно смутно припоминаю, несмотря на то, что ты рассказывал это уже 15 раз. Когда ты считала... нет, это не ты считала, это твой партнер считал, сколько у вас было секса, когда вы... Да-да-да. Это любимая история. Ну, во-первых, здесь как бы... Я часто бываю максимально ёбнутым человеком в отношениях, но конкретно здесь, наверное, я была ёбнутым человеком, потому что я с этой системой согласилась, и это тоже много чего говорит. Первенство ёбнутости перешло не тебе. Не такой уж ты и ачивер, Кристиночка. Могла бы и переплюнуть. Ну, в целом, ну да, ладно, я не буду рассказывать, как бы я старалась. Да, это была история про... Напоминаю, для тех, кто не слушал предыдущие 44 выпуска, в котором каждом была эта история, потому что это fucking masterpiece. Мы довольно много ссорились с партнером, но он где-то прочитал, что, типа, если секса больше, чем ссор, это значит, что отношения, типа, хорошие, и у них есть, как бы, будущие потенциалы, они устойчивые, поэтому он вычислял количество ссор и мачил это с количеством нашего сексуального перформанса. Я правильно понимаю, что секса должно было быть хотя бы на один раз больше? Да, на один. Хотя бы. Количество секса должно быть хотя бы на 1 единицу. Такой продуктовый подход. Да, вот и Кристина, соответственно, если у моего партнера бы в свободных отношениях было бы, дескать, там, 10 каких-то связей, да, то у Кристины должно было 11, да, у меня 11. Да, я схожу на 11. Это не тот майндсет, которым я горжусь, или не тот майндсет, ну, как бы, не то мышление, да, которое я считаю дохрена зрелым, типа, нет, но при этом я вот это про себя знаю, что это есть, и я знаю, что вот это то первое, с чем я столкнусь, может быть, не первое, но, типа, в топ-5, да. Если вот это будет. Ну, вот и я тоже, видишь, про свою историю точно так же. То есть, получается, что мне бы очень хотелось быть открытым, каким-то таким менее собственническим человеком, но я смотрю в правде в глаза и понимаю, что вряд ли это в ближайшее время мне доступно. Или вопрос вот в чем. Я думаю, что себя можно будет перебороть, переучить, но хочу ли я этого? Вот это вопрос. Я не знаю, у меня сейчас возник вопрос, не знаю, это вот к этому выпуску или нужно какой-то делать отдельный выпуск про ревность. Наверное, ревность — это то, что воспитывается нашей культурой как что-то логичное, понятное, хорошее, да? Наверное, ты можешь сказать, что здесь есть какие-то физиологические бла-бла-бла, что-то умное. Не знаю ничего про это. Что-то на умном. Но были ли у тебя какие-то опыты негативные в жизни, которые как раз вот это вот чувство ревности в себе усилили? Что у тебя создалась связь, что типа, блин, ну я ревную не зря. Конечно, вы можете послушать об этом в начале, в первом сезоне еще. Ты забыла? Про групповуху на диване. Да. Да, у нас сегодня какой-то... Мы просто вспоминаем наши лучшие истории за 2 сезона. Не говори. То есть, смотри, у меня было... Не у меня как раз-таки. В том-то и дело, что не у меня была групповуха на диване. При мне в соседней комнате была история, когда я подозревал, что что-то не то, но у меня не было достаточных доказательств, и эта история относится к этой вот групповухе на диване, так сказать. И потом в результате я все-таки спустя много лет, когда я начал общаться с бывшим, так сказать, в этой истории соперником, выяснилось, что мои предположения были обоснованы. Поэтому есть такая тема. Но здесь, понимаешь, у меня нет какой-то паранойи, ревности или еще что-то. В последние, не знаю, 10 лет так точно я в этом плане очень стабильный был, и то есть у меня нет никаких таких, знаешь... Конечно, ты же сразу съезжаешься, и вы проводите 99% времени вместе. Какое там пространство? Мания контроля заменяет, да, ты хочешь сказать? Нет, абсолютно. Но если кто-то куда-то уходит, у меня во всех отношениях не было никаких проблем. Знаешь, там, гуляем со своими друзьями, тусим что-то, ну, то есть как-то... Я просто уверен в людях, понимаешь? Вот в этом смысле. Просто потому что те люди, в которых я не уверен, заранее, я их отсеиваю. Но я вижу, что-то какая-то вот здесь нестабильная история. Я такой, не, ребят, не мое. Я там, типа, люблю, не знаю, там, тусить по клубам и хер знает где, короче, пропадать ночами. Я не люблю так делать, и, соответственно, это не мои люди. То есть для меня это потенциально небезопасная история. Я буду переживать там где-то ночью, все так. Ой, не хочу. Ну, короче, просто несовпадение лайфстайла такое, оно сразу базовый отсев. Да. И он, видишь, так сложилось, что он параллельно перекрывает вот эти мои переживания. Кристиночка, а перед тем, как перейти к следующему блоку, давай еще вот в чем разберемся. Чем же вот эта вот форма, значит, отношений, открытые отношения, да, отличается от полиамории, как тебе кажется?
Смотри, мне кажется, что это в целом как во всех вот, да, вот современных, да, в терминах описания отношений, там грань довольно расплывчата, но если попытаться что-то сформулировать, то кажется, что в свободных отношениях есть скорее вот основная пара, да, основные двое партнеров, и плюс есть дополнительные. В паре ты должен, ну, смотря какие у тебя договоренности, они могут быть разные, но в целом вы проговариваете, что вы в свободных отношениях, но при этом те партнеры, с которыми ты встречаешься вне этих отношений, они не обязательно знают, что у тебя есть вот эти отношения, да, в каких-то отношениях, ты не обязательно с ними в отношениях, ты можешь с ними просто заниматься сексом. А полиамория — это такая более история про консент, где все участники осведомлены и находятся в, если не равных позициях партнерства, потому что там тоже может быть какие-то основные партнеры, да, и, не знаю, как это корректно сказать, люди второго сорта. Очень плохо. Да, как это корректно сказать, люди второго сорта? Давай так, родственники второго круга. Да, родственники второго круга. И там может быть довольно много вариантов, они даже могут жить вместе, но главный поинт — это согласие и одобрение всех участников этих отношений. Как хорошо ты, зайчик, все-таки иногда умеешь беспалевно читать текст. Просто вообще. Конечно, реклама у тебя так беспалевно не получается. По промокоду «Ясно» к тебе или ко мне на английском большими буквами вы можете получить скидку 20% на первую сессию в «Ясно». Смотрите, это просто ты вызубрила. Сейчас ты не читала, я знаю. Да, ну потому что «Ясно» наш любимый клиент, постоянный клиент. Это правда. И ходите, пожалуйста, к ним. Во-первых, вы так поддержите нас, а во-вторых, самое главное, вы так поддержите себя. Давай набросаем, почему люди в свободных отношениях, почему они выбирают для себя этот формат. Почему бы ты выбрала? Давай так. Ну, если быть совсем честной, ориентируясь на свой опыт, для меня это было во многом нежелание брать ответственность и обязанности за отношения и вписываться в них полностью. А что такого страшного для тебя в тот момент было? Я не знаю, но я постоянно выбираю в партнеры каких-то очень сильно моногамных людей. Особенно моногамных мужчин с каким-то очень четким представлением о том, как это должно быть, не очень вариативным, скажем так. Благо сейчас это правило уже не такое жесткое. Последнее время. Да, последнее время. Я вот часто сталкиваюсь с этим конфликтом, когда, это было не один, не два, не три раза, такой вопрос, да, моему психотерапевту, а почему я постоянно себе нахожу именно таких людей? Но я глобально с этой схемой согласна, но часто это случается со мной, и немножко вот этот разговор, мы в отношениях, мы в моногамных отношениях, и мы чуть-чуть сильно быстрее, чем мне это собой комфортно. И поскольку это зачастую немножечко звучит как ультиматум... А ты девушка безотказная? А я девушка безотказная? А у меня проблемки иногда бывают с тем, чтобы как-то здесь... особенно, Слушай, это очень про страхи, понимаешь? А если я сейчас скажу человеку, нет, я не готова, например, давай подождем, а не развернется ли он и не уйдет? Да, но это вот про страх отвержения и все такое, а иногда это про то, что, бывает вот эта вот история из серии «давай расстанемся», я испугалась, сказала «я тебя люблю». Примерно. То есть у меня такое бывает. И вот я помню тоже кейс. И он такой красивый в смокинге стоит и такой говорит. Я такая, он такой красивый, вот у меня такое бывает. Так, хочу свадьбу, давай, я очень, я не то чтобы очень хочу вот этого мужчину, но очень хочу подвенечное платье. Да. А потом я такая, через час, я такая, ёб твою мать. И... Простите, пожалуйста, девушки, я хочу вам сказать, что это ни в коем случае не какая-то моя мысль про всех девушек всего мира. Мужики тоже таким бывают. Например, я, да? Нет, слушай, а есть такая же вариация этой темы из серии, есть люди, которые, мужчины, если мы говорим, которые любят делать предложения, потому что это охуенный жест. Вот смотри, вот. О, господи. Короче, нам нужно записать выпуск. Я, по-моему, эти истории в подкасте еще не рассказывала. Есть и такие? Есть и такие, Егор. Воу. Так. Там было очень про предложение, у меня было несколько очень неловких историй. Ребят, давайте запишем выпуск реально про предложения, про свадьбы вообще в целом. Я постоянно напарываюсь на вот это предложение, на вот это «я тебя люблю». Я не знаю, это нужно как-то в отдельный блок выписать, потому что кринж истории про это у меня на 3 выпуска. Супер, я думаю, что у наших слушателей тоже должно быть. Поставили себе заметочку, едем дальше. Вот это для меня такой момент, что и я сразу начинаю очень делать степ-бэк, я это про себя знаю, такая, да нет, давай, может, это сразу попробуем 18 людей пригласить нам жить. Но нет, на самом деле, я помню, когда я была реально в открытых отношениях, у меня был такой момент. Это, кстати, тоже историю я сегодня расскажу, потому что она довольно пиздецовая. И я думаю, что у меня было 2 партнера, они не то чтобы супер мне оба подходили, если честно. То есть там были какие-то позитивные стороны и в этих отношениях, и в других отношениях, но не настолько позитивные, чтобы я могла кого-то выбрать. И мне постоянно, у меня был такой момент выбора, что нужно выбрать, а я не знала, что выбрать, потому
потому что там как-то на час Ну, это вот, это весы очень, как-то кстати одинаково. говоря, про причины открытых отношений, потому что вот взять бы Мгм. из вас самое лучшее, собрать бы из этого всего одного человека, и, господи, вот это любовь всей жизни будет. Кажется так людям. Да. Ну, то есть у меня такое вот было несколько раз, Тут когда... тело красивое, там душа. Да, ну, типа, ты надежная, ты веселый. Ты веселый. А для секса у меня третий есть. Да. Ну, короче, в общем, для меня это все на самом деле про какую-то, ну, если делать глобально, вот это вот страх какой-то, страх упущенной выгоды, наверное, Мгм. и невозможность опереться как-то на себя, да, и реально понять, а чё я боюсь и чё мне надо. И поэтому я часто принимаю решения, вот как бы, знаешь, так типа эмоционально в момент, но на самом деле я потом все равно из этого вылезаю, говорю, что-то заканчиваю, как-то нормально об этом разговариваю, но это все равно потом у меня какая-то рефлексия, там, не знаю, следующую неделю, 2 месяца по поводу того, блин, нахрен это все надо было. Ну, слушай, вот здесь вот по поводу нежелания брать на себя ответственность, там, обязанности, отношений, это то, что мы начали с этого. У нас есть история. И не просто история, а там в конце даже есть к нам вопрос. Ну, так и читай ее. После развода мне не нужны были отношения. Было больно и страшно, хотелось сосредоточиться на работе. Нас познакомила подруга, переспали в тот же вечер. Телефонами не обменивались, просто начали видеться. Через несколько дней я узнала, что у него ситуация аналогичная. Развод, грусть, работа, нежелание отношений. Договорились, что просто видимся для секса и проводим время весело. И нам было хорошо вместе. Через год я немного отошла от развода, начала параллельно встречаться с другими молодыми людьми. Он ревновал, но я считала это шуткой, забавной игрой, не верила в какие-то чувства. У него тоже стали появляться девушки, отношения. Но все равно мы всегда оказывались в постели раз в пару месяцев. Он стал частью меня, лучшим другом, сумасшедшим любовником и родным человеком. Но у него уже были отношения, и мне было слишком страшно признаться теперь в своих чувствах. Но я это сделала. И еще год мы провели, пытаясь измениться и привыкая друг к другу в бесконечных ссорах, ревностях и выплескивании обид и претензий. Много ссорились, расходились и снова сходились. Теперь с момента моего и его развода прошло уже 6 лет. И мы вместе уже намного спокойнее, осмысленнее, поняли, что не хотим бороться друг с другом. Самым трудным было перестроить модель с «я тебе ничего не должен, не должна» на «я хочу, чтобы нам было хорошо вместе, и ты для меня важен, важна». Мне кажется, что наличие обязанностей – непременное условие для отношений, чувств и создания чего-то общего, пара, семья. Хочется услышать мнение Криса и Егора на эту тему. Не слишком ли растиражирована и навязана установка «никто никому ничто не должен»? Блин, на самом деле очень интересно, потому что я сейчас, вот ты рассказываешь эту историю, я думаю, что у меня, даже когда у меня какие-то были немоногамные форматы, там никогда не было концепции «никто никому ничего не должен». Это была скорее двойная эмоциональная работа, там или тройная, пятерная эмоциональная работа, потому что ты полностью вкладывался в отношения А, и причем делал так, чтобы этот человек не переживал, что есть какой-то дополнительный партнер, и полностью вкладывался в эти отношения как бы Б, еще больше. То есть работал на работе и работал дома, как говорится. Да, работал на работе, работал дома, только на 2 дома еще. Да. Это энергозатратно звучит. Это как... энергозатратно, да. А по поводу «никто никому ничего не должен», если возвращаться к определению, которое мы сказали в начале, то в целом в свободных отношениях не может быть тоже концепции «никто никому ничего не должен», потому что у вас есть как раз, ну, вот этот вот приоритетный партнер. Но я здесь хотел бы, знаешь, к чему докопаться? К самому слову, не растиражировано ли это? У меня есть ощущение, что пока еще, видимо, нет. Сколько ты это не тиражируй, люди все равно будут жить так, как они привыкли. Такие переходы для людей, так сказать, уже взрослых, они довольно болезненные, как мне кажется. То есть, возможно, новое поколение более свободное, более открытое, с этим у них проблем не будет. А у них будут тогда другие проблемы, как раз-таки вот с поиском чего-то более стабильного. Возможно, мы сейчас это и наблюдаем, я не знаю точно. Но вопрос в том, что как мы это оцениваем? То есть, является ли это прям минусом каким-то ужасным или плюсом? В целом, как я уже много раз говорил, институт брака сейчас подвергается большой перестройке, и неизвестно, что с этим будет в будущем. То есть, вот ты говорила про то, что ты постоянно находила мужчин таких классического, что ли, уклада семьи, и которые хотели бы примерно то же самое. И вот как тебе в этом смысле кажется, не растиражирована ли эта идея? Мне кажется, концепция «никто никому ничего не должен», она не растиражирована. Мне кажется, просто если ты встречаешь для себя эмоционально важные отношения, это сразу и уходит, и ты становишься в какой-то... Начинаешь существовать, там, наверное, возможно, да, в более консервативной модели, да, типа я вот это отношение должен. У меня бывали моменты в жизни, когда вот этим я экскьюзом в духе
моногамные отношения, или мы не проговорили что-то, да, специально. Такая как бы не ложь, а недоговаривание, да? Да. Но я, этим пользовалась для того, чтобы как раз дать себе буст для какого-то анализа и принятия решения, скажем так, временной. У меня случилась история, когда я оказалась на обратной стороне, и после этого я переосмыслила эту концепцию, и теперь я так не делаю. Я рассказывала эту замечательную историю тоже, как мы 2 месяца жили вместе. У нас был совместный, бюджет, он стирал мои трусы. Ну, то есть, я не знаю, почему-то деталь про он стирал мои трусы какая-то самая значимая здесь для меня. Заготовленный как символ завтрак, заботы и близости. Как символ, из серии ты не будешь даже... Я не буду, Егор, стирать твои трусы, извини. Это как Котик, бы у нас для этого есть машинка. Да. Я имею в виду, что но я какие-то даже такие... загружать в эту машинку твои грязные трусы не буду. Я имею в виду, что это какая-то такая была, в какой-то концепции мерим отношения, это не отношения, да? Это... то есть это была близость такая. Да, это была прям близость. И потом, через 2 месяца мы что-то обсуждали, он говорит, мы же не в отношениях. И я такая, wait, подожди. А что ты стираешь мои трусы тогда, да, вопрос? И это было какое-то, сопоставление 2 реальностей. В смысле, у меня есть какая-то одна реальность, у человека есть какая-то другая реальность. И понятно, на самом деле, про что это там было, бла-бла-бла, там сложная история и так далее, тоже какое-то избегание ответственности. Слушай, а скажи, пожалуйста, вопрос. Здесь, смотри, этот как раз-таки символ близости для тебя, это когда человек за тобой ухаживает даже в бытовых каких-то условиях, даже в каких-то довольно интимных условиях. Если мы говорим про стирать трусы, понятно, да, что очень интимная вещь. Не является ли это твоим символом, а у него другой? То есть для него это, нефиг делать, подумаешь, что-то валяется, я пошел постирал, да? Это вообще не близость. Близость, например, возможно, для этого человека или для какого-то другого абстрактного человека, это, не знаю, читать вместе романы Дюма. В том кейсе скорее нет. Мне кажется, в том кейсе была проблема в том, что этот человек вышел, мы буквально начали встречаться сразу после того, как закончился его супер длинный брак. И это было такое автоматическое продолжение? Это не было автоматическое продолжение, мне кажется, просто человеку было очень сложно столкнуться. То есть он как-то представлял свою жизнь, видимо, что, господи, я сейчас разведусь, у меня начнется другая жизнь, я пойду, не знаю, гулять, что-то, не знаю, веселиться, у меня начнется свобода. А как он этот в стирание трусов, залетел? Вот, и мне кажется, что каким-то образом, и при этом, сам не заметил. Да, но мы встретились, мы влюбились, мы начали, встречаться, и произошел такой разрыв, не знаю, какого-то его представления о том, а сейчас начнется моя свободная холостяцкая жизнь, и, господи, я живу с женой снова, да, только, жена другая. И, господи, какие же у нее грязные трусы. Да, и мне кажется, что это была какая-то просто психологическая защита, именно конкретно в том кейсе. Но, конечно, то, что ты говоришь, это, супер возможно. Но это про консент очень, да? Это про то, что вы по факту не договорились. Да, и поскольку мы не договорились, то мне даже предъявить было нечего, условно. Понятно, мы потом про это поговорили, и, все это вырулили и так далее, но... На тот момент крыть было нечем, как говорится. Да, потому что это какая-то моя картина мира, да. Потому что нигде же не прописано, что там отношения, понятно, когда ты в браке, это, точно отношения. Да, вы расписались, условно понятно. говоря. Да, обязательно, если он готовит себе завтрак, ты в отношениях? Или не факт, что в отношениях? Или, например... Если мне кто-то готовит завтрак, это уже все. Да. Это уже все. Не готовьте мне завтрак, если не уверены в том, что хотите со мной длительные отношения. Да. Я с вас не слезу! Я ненавижу готовить! Да, я тоже, знаешь, какие-то мои пункты, как ты говоришь, да, мои пункты совпали, но крыть было нечем, потому что мы не проговорили. Теперь я проговариваю всегда. Хотя раньше я такая, да, надо проговаривать, но если мне было невыгодно, я предпочитала слезать с этой темы часто. Теперь ты поняла, что слезать с этой темы может быть невыгодно само по себе. Да, поэтому я, побывав и там, я такая, ладно, мы поговорим, какой у нас формат, и видим ли мы его одинаково. То есть все-таки мы приходим к тому, что свободные отношения подразумевают под собой и ответственность, и выбор, и ответственность за то, что ты говоришь, какие у вас совместные ожидания, как вы это проговариваете. И в этом смысле, конечно, безусловно, нужно, чтобы свободные отношения были в первую очередь обоюдно трезвым выбором и ответственностью. Если для вас выбор свободных отношений это скорее вынужденная мера, или, например, в глубине души вы понимаете, что по каким-то причинам просто не можете находиться в эксклюзивных отношениях, но вам бы хотелось, или если вы соглашаетесь на свободные отношения, потому что боитесь иначе потерять этого партнера, то советуем вам разобраться с этой темой и копнуть глубже в себя. Для этого предлагаем воспользоваться сервисом видеоконсультаций с психотерапевтом Ясно. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Заниматься с психотерапевтом можно через любое устройство, телефон, планшет или компьютер, и из любого места мира. Ясно тщательно проверяет и отбирает психологов. Плюс специалисты подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты. В Ясно консультации в среднем дешевле, чем очные офлайн-сессии. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. А по промокоду к тебе на английском слитно большими буквами при регистрации вы можете получить скидку 20% на первую сессию. Все ссылочки мы оставим в описании к выпуску.
к вопросу о том, насколько важно на самом деле откровенно про это говорить, и не просто договариваться, что вы в свободных отношениях, я так договаривалась, но на самом деле потом вы как бы договариваетесь, что вы можете заниматься сексом с другими людьми, с другой стороны, часто бывает такое, что люди, вот у меня было в опыте, вы типа вроде договорились, что так, но люди не верят, что это возможно на самом деле, потому что все договорились, потому что все такие продвинутые, дохрена модные, вообще свободные европейские, а потом, когда это случается, все офигевают. И у нас есть великая история про это. Так, великая. Давай. Привет, расскажу вам свою историю о свободных отношениях. Я замужем. До брака у меня был опыт свободных отношений, который можно считать успешным, потому что он никого не травмировал. В связи с этим я подумала, что будет здорово что-то такое попробовать со своим мужем, в том плане, что договориться о неких правилах на берегу, быть ко всему готовыми, спокойными, и раз уж мы выбрали брак и решили быть вместе, будет классно не совершить тех ошибок, которые совершают все, как мне кажется, или многие вокруг. Имею здесь в виду клясться о том, что мы будем до конца жизни только друг с другом, не выдерживать эту клятву, ранить своего партнера и себя. Этого хотелось бы избежать. Муж услышал в этих словах рациональное зерно, но до конца прям играть в эту игру он готов как будто бы не был. Связано это там с более консервативным там воспитанием и в целом жизненным опытом, чем у меня. В общем, но со своей стороны я считала, что этот вопрос мы проговорили. И здесь-то и начинается моя история. Мы живем не в Москве, хотя раньше жили в Москве, там осталось много друзей и семьи, и заезжаем набегами. И муж, и я встречались со своими друзьями. У нас были отдельные вечеринки. В то время, пока муж спокойно, я не знаю, выпивал с друзьями, классно проводил время, на моей вечеринке разгорается спонтанный огонь страсти у меня с одним из моих друзей. Никто ни о чем собственно, не жалеет, проводит прекрасную ночь вместе. И на утро я еду встречаться с мужем. Мы должны были ждать наших родителей для того, чтобы вместе провести день. Приезжаю и рассказываю ему о том, как прошла моя ночь. Все сразу вываливаю, скажем так. Воспринимает он историю совсем не так радостно, как хотелось бы. На самом деле это был очень грустный и тяжелый момент, потому что я видела, как мои слова чуть ли не физическую боль человеку доставляют, и это было невероятно тяжелое переживание для нас обоих. То есть, с одной стороны, я такая радостная, что у меня вот случился такой опыт, про который я говорила, и как здорово, что я нахожусь в отношениях, где такое допустимо, и здорово мою радость будет разделить. И тут я вижу, что у моего партнера, постоянного, настоящего, верного друга, такой радости абсолютно нет, что он уничтожен, что ему больно. Честно говоря, в этот момент нам обоим было очень тяжело и плохо. Я даже слов не могу подобрать о том, насколько я сильно его ранила в тот момент. Опущу здесь рассказ о том, как странно и скомканно прошел наш день с родителями. Он прошел, и прошло наше время в Москве, и нам нужно было возвращаться домой, и мы остались снова наедине, без семьи, без друзей, и муж еще раз рассказал о том, как ему тяжело, когда, мы все проговаривали, и вроде бы все, что я говорю, оно все имеет смысл и так далее, но он ничего не может самой сделать, он ранен, и ему плохо. И забегая вперед, хочу сказать, что он, конечно, потом восстановился, но это было непростое время, несколько дней, прям очень сложно, нам постоянно нужно было возвращаться к этому моменту. Я видела, что он прокручивает, возможно, представляет какие-то картины перед глазами. Я проговаривала о том, что, пожалуйста, не думай об этом. В общем, всякие слова говорила, но прикол, как говорится, история не в этом, а в том, что через 3 недели я делаю тест на беременность, и он положительный. Здесь стоит сказать, что в целом мы хотели ребенка, не то чтобы мы какие-то предпринимали активные действия к тому, чтобы он у нас появился, но если вдруг такая ситуация произойдет, что я забеременею, конечно, для нас это радостное было бы событие. Но не в этом контексте. Да, и представьте состояние человека, которому 3 недели назад или сколько изменила, в его понимании жена. Он еле от этого оправился, и сейчас вот это. И, честно сказать, абсолютно никакой уверенности в том, кто же папа этого ребенка, нет ни у кого. Дальше 9 месяцев, за которые мой муж проявил себя как настоящий стоик, и большое ему уважение. И, конечно, я не знаю, как любой другой человек пережил бы это время, но он справился. Это было тяжело, потому что там все наши калькуляции, подсчеты, знаете, там есть эта предполагаемая дата родов, от нее можно отсчитать, когда что произошло. Абсолютно невозможно было в моем случае установить, потому что нам не такое большое было расстояние между
событиями. И, собственно, мы действительно все это время не знали, кто будет папа, и уже планировали там всякие тесты на отцовство, и думали, как же нам тогда поступить, если вдруг отец не муж. И, честно, здесь все это обсуждали. Ну, то есть я вовлекла, получается, человека в полный ад и в какие-то переживания, которые должны были быть приятными, какими-то волнительными. Для нас они всегда омрачались тучей неизвестности, да, кто же папа и вообще, что нам делать, если папа не папа, как нам быть, нам бы разводиться или что, потому что второй мой партнер, он, в общем-то, все это время тоже маячил, где-то на горизонте интересовался, он знал, что я беременна, и тоже каким-то образом планировал и свое участие в нашей семье, если вдруг папой будет он. А когда настает день X, все наши страхи и опасения, которые 9 месяцев нас сопровождали, к счастью, развеиваются. Мы видим, что ребенок полная копия папы. Да, и, в общем, эта история с счастливым концом. Возможно, мне стоит ждать реванша от мужа. Он замечательный, а я заслужила все те потенциальные горести, которые могли бы свалиться на мою голову. Я не представляю, вот если мне вот так скажут, а я такой: да, здорово, блин, я так рад, ребятки, вы такие молодцы. Да нет, знаешь, а в какой Егор, позе знаешь, вы еблись? Блин, Егор, на своем опыте. Самое в этом жесткое, это когда номинально все договоренности соблюдены, но при этом ты, правда, не рассматривал это как реалистичный сценарий. Да. То есть, если бы ко мне пришла, там, не знаю, кто-то, да, мой партнерка и сказал: я переспала со своим другом, и это не было бы оговорено, тут можно было бы хотя бы, не знаю, там, что-то сказать: ты, как ты могла, как ты мог, что ты наделал, ты, тварь. Ну, то есть это случайность, давай так скажем. Ну нет, я именно проявить какую-то эмоцию, позлиться на человека, что-то сделать, да, как бы легитимно, потому что человек сделал что-то, что как бы плохое, условно. А тут вы как бы договорились 4 года назад. Вскользь. И тут поэтому у тебя даже нет возможности, ну вы же правда договорились, и типа это правда было можно, и это как бы не дает возможности это все еще принести. Это знаешь, как достают какие-то старые древние закон 1800 какого-то там года, и все такие: блять, а мы же его не отменили, ребят, сорян, ну как бы ничего не поделаешь. Блин, если честно, не такой плохой кейс. Doesn't matter, кто отец, в целом, ну их 2. Да, знаешь, было бы хуже, и что чаще, мне кажется, может встретиться. Да, это когда их 0. Когда оба такие: что, блядь, и второй такой: что, блядь, до свидания. И ты такая сидишь одна и думаешь. А так, изобилие вариантов. Да. Святые мужчины вам попались, что он хочет Святые сказать. мужчины. Вот понимаешь, почему мне не подходит такой формат отношений? Потому что он слишком похож на меня, для меня вообще ничего не значит. Пока у меня не будут, блядь, анализы, я, сука, не успокоюсь. Понимаешь, я тут чуть-чуть простудился, я уже на ковид бегу сдаваться. О чем вы? Ну, в смысле, слушай, мужчины святые просто, что хочу сказать. Да нет, классные мужчины. Типа, что, вообще топ Блин, мужчины. а что со вторым интересно? Вот как он это все, что это все-таки не его ребенок перенес? Я не знаю, там тоже, наверное, был какой-то, знаешь, комплекс сложных переживаний по поводу Вообще, этой слушай, истории. это просто, о май гад. Друзья, напишите нам в Инстаграм, к тебе, подчеркивание, ко мне, что вы думаете по этому поводу, потому что, мне кажется, каждый хочет высказаться, эта история просто blow my mind. История, это реально, она номинант Тюз года, мне кажется. Какая скучная жизнь у нас. И, возможно, слава богу. Ну, типа, да, возможно, слава богу, но, типа, все равно, знаешь, такой: господи, вот это вот движ у людей. Да, ребята, второй движ от моей подруги. Это выдержки с ее разрешения из нашей переписки. Номинант на Тюз года 2. Я уже слышала эту историю. Это история шедевр. Мы с мужем уже полгода не занимаемся сексом. А если доходит до этого, то у него проблемы с эрекцией, и делать он с этим ничего не хочет. Последние несколько месяцев я уже на стену лезу без секса, и делать ничего не планируется, а уходить от него я не хотела. Но уже начала серьезно задумываться на эту тему. Однажды мы пили в баре с подругами, потом я их привезла домой, и мы начали целоваться. А потом одна опустилась на колени и начала делать мне куни, а вторая смотрела. Все это было при муже в другой комнате. Потом он начал орать, что хочет развод, и выкидывать мои вещи в окно. Странная реакция. Вообще неожиданно. Знаешь, что это значит? Это значит, что он настоящий профеминист. Ну, в целом, да, наверное. Да, потому что все мужчины, я тебе говорю, собственно, вот сначала... Нет, я понял идею, да. К женщине нет, женщина может делать так все, бы он хочешь. посмотрел бы и к соседи еще присоединился. Да, типа, к женщине я не буду ревновать женщине. Это твои девочки, развлекайся как хочешь. Говорят они все до того, как ты уйдешь от него к женщине в первый раз. И потом вот эта вот мизогиния и гомофобия, она в целом заканчивается. Потому что женщины становятся равноценно опасными партнерами. Гомофобия не заканчивается, только еще сильнее растет при этом.
Вот, да, извини, Короче, он продолжай. начал выкидывать мои вещи в окно, а я орала, что это все его вина и что он испортил наши отношения. Потом я рыдала, как в последний раз. Они, подруги, говорили ему, что все это хуйня, а я просто хотела его внимания, а он попросил их уйти. А я рыдала. Потом они ушли. Такой дикой хуйни я ни разу в жизни не творила, Егор. Сегодня мы помирились, но мне кажется, что мне все равно пора съебывать из этого брака, потому что это какая-то вообще уже нездоровые приколы. Дальше он утром занялся со мной сексом против моего желания. Ну, скажем, не изнасиловал, но точно не то, чтобы сильно этого хотела. Потом через пару дней он признался мне, что у него не стоит на обычный секс, потому что у него явно наклонности в БДСМ, и ему, в принципе, ванильный секс не очень интересен. К слову о консенте, друзья. Вот надо бы ему в Ясно бы походить с промокодиком-то. Говорит, что это грязно, и ему неприятно, что он такой дегенерат и лузер, и что хочет семью и детей, а не все вот эту вот хуйню фу-фу-фу. Но принять себе он это не может, поэтому уходит в отрицалово, дополняет моя подруга. Ну, в общем, я это все послушала и свалила к любовнику ебаться. И он меня в этом смысле, конечно же, не расстроил. Потом я сняла квартиру на 5 дней себе и сказала мужу, что мне нужен отдых. А еще я сказала, что если он садист и доминатор, то я хочу открытый брак, потому что я не моногамна. А он сказал, что подумает. Идеальный союз. Но на самом деле про... Идеальный пиздец. Да, про как бы отсутствие некоторого дохрена согласия, типа, ребят, вообще так нельзя, это ужасно, отрицаем и правда. Но в остальном топ. Особенно история про двух, ну, извините. Неожиданный поворот событий, да? Как бы я тоже... Да, просто... Вот у меня почему-то, не знаю, у меня такого никогда не было. Где брать таких друзей, я не знаю, но... Егор, явно не у нас с тобой. Ну, ты знаешь, получается, что что-то нечто подобное было в моих этих самых первых отношениях, да, как бы, когда я сидел на кухоньке, а там что-то на диване происходило. Нормально, вообще никого ничего не смутило. Так что я в целом, понимаешь, дело вот в чем. Дело в том, что подругу-то свою я прекрасно понимаю. Это большая недосказанность сыграла здесь критическую роль. Недосказанность и между ними, и в первую очередь, конечно, с его стороны, как мне кажется. Ну, то есть о своих вот этих вот всех интересах в сексе, которые, в них которых нет ничего зазорного, просто нужно обязательно проговаривать это все. Ну да, но мне кажется, здесь общий какой-то вывод, что, ну, вообще везде, но особенно, когда это какой-то не супер классический формат, да, эмоционально более сложные связи, очень важно в самом начале обсудить все до мелочей, там, рассказываем мы о сексе друг с другом или нет, да, какие у меня, не знаю, потребности, бла-бла-бла, возможности, желания. Мы только секс или мы партнеры, или в каком контексте мы партнеры. И плюс опыт, да, вот нескольких историй, которые мы сегодня послушали, это еще держать руку на пульсе и постоянно актуализировать вообще, а что происходит, как нам в этом, и передоговариваться, если что-то идет не так. Да. Потому что если вы один раз договорились, типа, 5 лет назад, и вдруг решили вот этими договоренностями сейчас их воспользоваться, то это как бы в мою секту гибкой этики. Да, и я хочу вам еще сказать, извините, что мы с Кристиной вам лекцию читаем, но это вещь, которую, знаешь, мне кажется, надо говорить в каждом выпуске, и будет мало. И нам всем напоминать, и нам с тобой в том числе. И самое главное, о чем мы когда-то уже говорили, и самый, наверное, главный аргумент против этого, что это вот якобы может разбить вот этот вот момент недосказанности какой-то игры, какой-то вот испортить весь этот вот союз, весь этот секс, там, отношения и так далее. Ни хрена, ребята, это не то, чтобы не портит, это делать только лучше. Когда вы знаете, что вам нравится, когда вы разговариваете о том, что вы хотите друг от друга в постели, это делает вашу жизнь лучше и ваш сексуальный опыт в том числе. Но, знаешь, здесь есть такой, кажется, сложный момент, но для меня лично сложный. Это прямо вообще разобраться, что ты делаешь для себя, а что ты делаешь для кого-то из, там, не знаю, страха, потери, что-то, потому что насколько я ты знаю... далеко готов зайти в этом смысле, ты имеешь в виду? Ну да, потому что я знаю, что довольно частый кейс, это когда человек это предлагает, а кто-то соглашается просто потому, что он, типа, там, сильно эмоционально вовлечен и боится, что если он откажется, то тогда это будет значить завершение отношений. Это, к слову, об открытых отношениях, между прочим, что очень часто бывает. Ну, по крайней мере, давай так, у нескольких пар моих друзей, насколько я помню, 3 этих пары, я не могу сказать, что все обоюдно были согласны на это. Это было из серии, но у нас что-то не очень в отношениях, но он там хочет, ну ладно, я тоже попробую, чтобы лишь бы сохранить этот союз. Знаете, а надо ли его сохранять? Вот вопрос. Но я понимаю, что здесь огромное количество страхов, огромное количество эмоций, привязанностей и так далее вносит большой вклад в такое решение. Да, ну вот, не знаю, по моему опыту, я в какие-то немоногамные форматы вступала на самом деле, хотя это выглядело примерно одинаково, из 2 противоположных мест. Первое — это когда у меня не было довольно сильного вовлечения в отношения эмоционального в партнера, и поэтому мне не хотелось себя вот как-то, да, привязывать к чему-то. Ограничивать, да, ну вот потому что почему нет, если в целом как бы все приятные, но в целом пофиг из этого места. И у меня были какие-то условные эксперименты, давай назовем это так, когда было наоборот, когда была супер сильная
сильная какая-то эмоциональная связь и договоренности и так далее, но просто понимали, что мы в этих отношениях не можем закрыть какие-то свои потребности друг с другом, но мы друг для друга такие важные люди, и у нас такие важные для нас отношения, что мы не хотим их заканчивать, поэтому давай поищем какой-то формат, где это будет соблюдено. Кстати, вы знаешь, да, ну вот и это про невозможность на самом деле положить это sorry in the box. И тут такая вот история, например, я много размышляла в последнее время о наших отношениях, например, где у нас есть типа вообще все, кроме вот одной маленькой части какой-то вот этого вот романтического интереса, вот этого яркого именно влюбленности. Но все остальное типа... Искорки, да. Все остальное супер. И поэтому мы просто нашли какой-то формат, когда мы, ну, типа, у нас какие-то вот такие глубокие отношения, но при этом какого-то эмоциональной такой связи мы искали где-то в другом месте. Но у вас с ней модель такая, знаешь, скажем так, поизносившегося брака. Да, поизносившийся брак. Спасибо, что назвал это так. Ну, то есть, когда искорка пропала, но вы настолько хорошо друг с другом вам во всех остальных ситуациях, которые мне, в принципе, кажется, если не будет дополнительных каких-то таких психологических вопросов с каждой стороны, то это хорошая база для того, чтобы эти открытые отношения как раз-таки завести. Сейчас мы уже конвертировались, на самом деле, уже после этого в формат какой-то просто нежной дружбы, после вот этого этапа. Но в целом это к тому, что вот и такое было, и другое было, и ауткам один и тот же, но вообще из разных абсолютно чувственных мест. Кристиночка, а давай рассмотрим еще другую ситуацию, когда есть у людей нежелание жертвовать возможностью секса с другими. В принципе, это даже не то, чтобы другое, а это все про то же, да? Получается, что у вас, может быть, даже остались, может быть, даже и искорка какая-то осталась. Ну, например, пофантазируем в истории, которую я прочитал. Почему бы ее мужу не участвовать в открытых отношениях с тем, чтобы прекрасно быть с ней, как ему нравится, и удовлетворять свои какие-то другие потребности на стороне, если это не ее предпочитаемый способ заниматься сексом? Ну, мне кажется, это супер ок, но мне кажется, это просто не всем подходит. Ну да. Когда я эмоционально вовлечена в отношения, все равно я обычно, когда я в отношениях, в 95% случаев я эмоционально вовлечена. Даже когда есть возможность заниматься сексом с кем-то еще, даже есть договоренность, что это можно, легально. Но мне просто не хочется. А вот у нас есть история про тех, кому хочется. Пожалуйста, читай. Привет. Наши начавшиеся отношения стали вдруг свободными после месяца шикарного секса и уютных объятий, когда он заявил о своей женщине где-то в Финке, которая уехала на полгода учиться. Сначала меня разрывало, потом склеило, и наши бесконечные попытки расстаться после очередной бурной ночи в итоге привели к переезду в Москву из СПБ и планами свалить в Новую Зеландию. Живем 4,5 года вместе и учимся отношениям свободным, где учитываются интересы каждого. При этом реально спали с другими. Но я пару раз, он, наверное, больше. Оба знаем об этих моментах, но решили, что секс с другими не повод рушить наши отношения, которые мы оба с таким трудом строили. Короче, мне кажется, все сложно. Все сложно, заканчиваю выпуск. У меня просто ощущение от всего этого, что, с одной стороны, так прекрасно, когда есть какая-то вот отсутствие, извините, этой дихотомии, да, что типа вот так или никак, да, или вот только так или так, что есть какие-то, ну, типа, разные отношения с разными людьми, да, у вас есть какие-то разные переживания, чувства, и друг к другу вы можете находить какие-то гибкие форматы, которые подходят вам оптимально. А с другой стороны, такой думаешь, блин, а вот раньше... Так все было просто. Да. Так все было просто. Женщины сидят дома, рожают детей, занимаются хозяйством. Ну, все короче... чётенько, понятненько. Но, понимаешь, нет ничего черного, нет ничего белого. Мир в целом разноцветный. И это, конечно, делает нам много проблем, но, с другой стороны, и делает нашу жизнь потрясающе разнообразной. Это тоже верно. Ну, короче, какой я вывод из себя душеполезный сделала из... Точнее, давайте, извините, пожалуйста, это, наверное, такая довольно банальная вещь, которую мы повторяем постоянно, но кажется, что они не становятся менее важными. Когда ты понимаешь вообще что-то про себя, что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебе хочется, что тебе не хочется, и умеешь как-то про это поговорить, и у тебя находится смелость. Потому что, мне кажется, очень страшно вести эти разговоры, потому что ты всегда в них такой уязвимый. Ну вот, знаешь, разговор в каких мы отношениях, это уже очень страшный разговор. Потому что вдруг ты услышишь, что мы не в отношениях. Или услышишь в хуёвых. Хуёвых. В каких мы даже в хуёвых? Хуёвых, да. Ну, в общем, очень страшно вот это с этим всем столкнуться, но кажется, что долгосрочные стратегии, если с этим все-таки сталкиваться, то это окупает себя. Да, это факт. Давай уже под конец подведем, так сказать, итоги по подводным камням свободных отношений. Первое, это что кто-то из двоих влюбляется, а второй кто-то терпит, мы это уже проговорили. Второй момент, который хотелось бы сказать, это необсужденные правила. Очень важно в самом начале обсудить до мелочей не только то, что вы вообще в отношениях или нет, а если уж вы в открытых отношениях, то здесь надо, наверное, особенно явно обсудить, мы рассказываем друг другу о сексе с другими людьми или нет. И так же, как Кристиночка правильно
сказала, что нужно постоянно передоговариваться. Особенно, если видно, что что-то идет не так. Здесь вопрос такой, смотри, Кристин. То есть мы рассказываем друг другу о сексе с другими людьми или нет? Мне кажется, что в большинстве случаев люди, конечно, хотят рассказать, потому что это же, если у вас длительные отношения были, да, и которые привели к этому, то это же вроде как у вас уже, знаешь, родной человечек, с ним же хочется делиться радостями. Да. Как ты включала нам историю, там очень хотелось радостью поделиться. Радость не была разделена Ну, немножко. как бы да, здесь может быть хороший вариант для некоторых в открытых отношениях просто я пошла гулять сегодня. Мне кажется, опять же, это вопрос, типа, кому как комфортно, вопрос договоренностей. Но, опять же, здесь такой, наверное, вопрос возникает, что, а если вам принципиально некомфортно знать о опытах вашего партнера, возможно, это звоночек, что просто свободное отношение — это не совсем то, что вам прямо сейчас нужно. О да, ну да. Ну и третье, это, конечно, ревность, так сказать, главный бич всей этой ситуации. То есть классическая ситуация, когда мы в свободных отношениях до того момента, пока ты не узнаешь, что у партнера был секс. Тут оказывается, что тебе это, в общем-то, не особо-то подходило. И у нас, Кристиночка, по этому поводу есть история, которую прочитаешь ты, а то прям какой-то у меня бенефис сегодня. Я переехала в другой город по работе, и мы с моим парнем решили, что у нас будут свободные отношения, так как он в ближайший год не планирует переезжать ко мне. Возможно, и вообще никогда. Ха-ха. Мы оба зарегались в Баду, это не интеграция, и начали ходить на свидания. Радостно делились друг с другом информацией об этом. Но я жутко ревновала, если он долго мне не отвечал, и понимала, что он на свидании. Однажды даже устроила небольшую сцену. Сама в это время тоже ходила на свидание. И у меня даже случился короткий, но бурный роман с парнем с работы, который был по некоторым параметрам копией моего парня из другого города. Профессия, поведение, внешность и даже имя. Через некоторое время я ожидала чего-то другого здесь, ну ладно. Через некоторое время мы с основным партнером поехали отдыхать вместе на неделю, и все было хорошо. Но в конце отдыха я спросила, был ли у него секс с кем-то за время наших свободных отношений. И он признался, что был. И хотя у меня тоже был, я очень расстроилась. Я обожаю. Но не призналась, да? Да? Нет, я обожаю, потому что это вот жизнь. Вот Это жизнь, да. Ну да. Да, он сказал, что был, я очень расстроилась, хотя у меня тоже был. И хотя у меня тоже был, я очень расстроилась и поняла, что не хочу таких отношений. По крайней мере, не хочу, чтобы у моих партнеров были другие партнеры. А, это то, что ты у меня спрашивал вначале, да. Не моя история, ребят. Когда же он узнал, что у меня тоже был секс, то очень удивился. А я вроде и не скрывала ничего. Ну, как-то получилось, что я и не сказала. Черт, что? Что я не сказала? Я как бы ничего не скрывала, но не то, чтобы что-то и говорила. Я немножко упустила несколько моментов. Вот этот момент мы почему-то не обсудили, что стоит рассказывать, а что нет. Оказалось, что я не то чтобы против свободных отношений, я скорее эгоистка и хочу их только для себя. И что люблю я только его, и у нас очень близкие и доверительные отношения. Вот все замечательно у этой девушки с осознанием своих внутренних психологических процессов. Да, я просто эгоистка и хочу свободные отношения только для себя. Ты знаешь, я, наверное, в целом бы тоже хотел бы так сказать, но у меня есть еще, знаешь, как сказать, видимо, стремление выглядеть лучше, и поэтому я такой, нет-нет, ну совесть же, ну нехорошо так. Кажется, что мы можем согласиться с позицией девушки. Фил я, вот это вот все. Да. Ну что, Егорушка, мы с тобой так замечательно поболтали. Замечательно, прекрасно. В общем, мне что хотелось бы сказать в завершении. Первое, друзья, договаривайтесь, обязательно договаривайтесь. Обсуждайте не просто вообще у нас открытые или закрытые, так сказать, отношения, а вообще обсуждайте и другие вопросы. Все обсуждайте. Если особенно вы ревнивый человек, то 10 раз подумайте, вы правда вывезете это? Или все будет только хуже? Может быть, вам лучше стоит сейчас расстаться полностью или поработать над отношениями, например, с теми же психологами. Промокод ясно в описании. Обращайте внимание на все вот эти подводные камни, о которых мы сегодня много говорили, и пусть ваши отношения будут счастливыми, неважно, открытыми, закрытыми, не знаю, приоткрытыми, но главное, чтобы всем было комфортно. Еще раз подчеркиваю основное и важное здесь слово — всем. Ой, все. Закончу. До свидания.